Всем привет! Хотите укрепить здоровье, не тратя много денег? Тогда это видео для вас. Сегодня мы поговорим о фасоли, доступном и невероятно полезном продукте. Фасоль – древнейшая бобовая культура, которую человечество открыло для себя более 8000 лет назад. С тех пор популярность продукта только возрастает в геометрической прогрессии. На сегодняшний день некоторые народы мира не могут представить себе ни одно застолье, которое прошло бы без фасоли. Так, в Японии очень популярны пирожные с фасолевой пастой, а в Англии англичане завтракают фасолью в томатном соусе, с тостами и жареными сосисками. В России, Украине, Белоруссии, Грузии и других странах фасоль является популярным блюдом среди вегетарианцев и среди людей, которые придерживаются правильного питания. Однако, эта бобовая культура не так проста, как может показаться, и к ее употреблению имеются определенные противопоказания. Но зная, в чем польза и вред фасоли для здоровья, можно будет безбоязненно употреблять этот продукт в пищу. В чем состоит польза фасоли? В мире существует около 200 видов фасоли, например, есть стручковая фасоль, красная фасоль, спаржевая фасоль, фиолетовая и желтая фасоль, белая и черная фасоль. Однако, по своему химическому составу и по питательной ценности, эти бобовые культуры сильно не различаются. Польза фасоли для здоровья человека очевидна, ведь в ней содержится внушительный набор витаминов и микроэлементов. В фасоли есть весь набор витаминов группы В, витамин С, витамин Е, а еще железо, калий, кальций, магний, сера, йод, хром, фосфор и другие минералы, необходимые для нормального функционирования организма. Среди полезных свойств продукта можно выделить следующие. Фасоль содержит большое количество протеина, который является основным строительным материалом для клеток организма. Фасоль рекомендовано включать в меню людей, занимающихся спортом или тяжелой физической работой. Благодаря протеину, она помогает набраться сил и даст возможность правильно сформировать мышцы. В фасоли много клетчатки, которая помогает организму избавляться от токсинов. Употребление фасоли в пищу не способствует резкому повышению сахара в крови, а значит, снижается риск развития сахарного диабета. Фасоль содержит аргинин, поэтому ее рекомендовано включать в меню людей, уже страдающих диабетом. За счет входящих в состав фасоли растительных волокон, полифенолов, фитостеринов и сапонинов, ее регулярное употребление в пищу позволяет уменьшить уровень холестерина, а значит, снизить риск развития атеросклероза сосудов. Имеются данные относительно того, что фасоль препятствует развитию рака желудка. В фасоли есть холин, который способствует нормализации работы печени, почек и головного мозга, а также принимает участие в процессах метаболизма. Регулярное употребление фасоли позволяет усилить секрецию желудочного сока, что способствует выведению камней из желчного пузыря. Сера, входящая в состав фасоли, способствует устранению болей при ревматизме, помогает организму быстрее справляться с кишечными инфекциями, с болезнями верхних дыхательных путей. В фасоли содержится аскорбиновая кислота, которая повышает сопротивляемость организма различным инфекциям. По содержанию витамина С, фасоль превосходит персики, сливы и абрикосы. Фасоль богата антиоксидантами, которые препятствуют преждевременному старению организма. Чем темнее семена, тем больше в фасоли антиоксидантов. В фасоли содержатся такие аминокислоты, как тирозин и метионин, которые необходимы для нормальной работы нервной системы и позволяют избавиться от депрессии. Фасоль полезна для зубов, а она предотвращает появление зубного камня. Хорошо употреблять фасоль женщинам в период климакса, так как в ней присутствует кверцетин и антоцианины, способствующие нормализации гормонального фона. Фасоль в умеренных количествах должна присутствовать в рационе беременных женщин. Она позволяет перекрыть потребность организма в железе, что препятствует развитию анемии. Также фасоль способствует уменьшению отеков за счет своего мочегонного действия, так как в ней много калия. Мочегонный эффект фасоли также позволяет предупредить образование камней в почках. Фасоль является диетическим продуктом.
Ее можно использовать для проведения разгрузочных дней людям с избыточной массой тела. Фасоль способствует быстрому насыщению и позволяет долго не испытывать чувство голода. Вегетарианцы едят фасоль в качестве замены мяса. Фасоль включена в меню людей, больных аритмией. В фасоли содержится сера и цинк, которые необходимы для сохранения красоты ногтей, кожи и волос. Возможный вред и противопоказания. Хотя фасоль обладает множеством полезных свойств, в некоторых случаях она может нанести вред. Часть углеводов, содержащихся в фасоли, организм человека усвоить не может, что приводит к метеоризму. Чтобы уменьшить содержание этих углеводов перед приготовлением фасоль необходимо вымочить на протяжении нескольких часов в воде с добавлением соды. Способствует повышенному газообразованию большое количество клетчатки, а ферменты, выделяемые поджелудочной железой, с ней не справляются. Бактерии, обитающие в кишечнике, клетчатку расщепляют, но при этом выделяют много газов. В результате человек страдает от метеоризма. Чтобы этого не произошло, нужно употреблять фасоль в умеренных количествах и правильно готовить. Сырая фасоль способна вызвать отравление организма. Она содержит в себе такое ядовитое вещество, как фазин, но при термической обработке оно распадается. Поэтому особенно осторожным нужно быть при употреблении в пищу пророщенной фасоли. Она может спровоцировать тошноту, диарею, рвоту и иные симптомы интоксикации. Противопоказания к употреблению фасоли. Гастрит с повышенной кислотностью. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Колиты. Холецистит. В фасоли содержится большое количество пуринов, поэтому ее не рекомендуют включать в меню людям, страдающим подагрой, чтобы не спровоцировать обострение болезни. Пожилой возраст. Это не означает, что от фасоли нужно отказаться вовсе, но у людей преклонного возраста чаще всего снижена скорость обмена веществ, поэтому включать этот продукт в меню нужно очень осторожно. С осторожностью нужно употреблять фасоль кормящим женщинам, так как она может вызвать вздутие живота не только у взрослого человека, но и у ребенка. Поэтому, если малыш страдает от коликов, то от фасоли на время лучше отказаться. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!